Под Москвой Красная Армия ведет с противником войну на истощение. Прибывшие с Дальнего Востока дивизии сыграли свою роль. Оборона столицы серьезно усилилась. Вскоре командующий второй немецкой танковой армией Гейс Гудериан запишет: наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались напрасными. А в начале декабря произойдет коренной перелом. Советские войска перейдут в контрнаступление. Нависшая над столицей угроза будет окончательно ликвидирована. Пауль. Рихард, заходи. Мне сказали, что ты меня искал? Да. Захвати бокал. Ну, что случилось? Японцы только что сообщили мне, что русские перебросили дивизии с Дальнего Востока под Москву. Этого не может быть. Русские просто физически не могут перебросить свои войска из Сибири. Тем не менее, факт остается фактом. Складывается такое впечатление, что русские сидят в штабе японцев и прекрасно понимают, что им ничего не угрожает. Возможно, и сидят. У русских вообще неплохая разведка. Хотя это больше по твоей части. Ну, если бы я работал в Компентай, такого бы не случилось. Я бы наверняка установил, что утечка может исходить не только из японского генерального штаба, но и отсюда. Из немецкого посольства. Посол Отт. Или кто-нибудь из его близких друзей. Ну, с кем он делится секретной информацией. У тебя богатая фантазия. Мог бы стать писателем. А давай напишем шпионский роман. Гонорар поровну. Ну? И о чем будет эта книжка? Ну, сюжет такой. Главный герой. Некий штандартенфюрер СД. Узнает, что его приятель, товарищ, работает на вражеское государство. Я вот дальше сюжет не могу придумать. Может, поможешь? Ты же специалист по разведке. Дальше все будет очень просто. Предателю не позавидуешь. Да. Но дело осложняется тем, что главный герой когда-то передал своему другу, предателю, папку с секретными документами. И вот если сейчас его бывшего товарища арестуют, то ее найдут. И вот тогда все могут подумать, что главный герой и предатель заодно. Поможешь с развитием сюжета? Ты подумай, Пауль, подумай.
Ну, а как что-то надумаешь, сообщи мне. Тираж будет огромный. Это я тебе обещаю. Можно войти? 石井花子に袋を Я отнес пакет 渡しました。 Ханако Исии. 何か言っていたか。 Что она сказала? 何も。 Ничего. もし何か手伝えば。 Вам помощь нужна? 家に帰れ。 Иди домой. これは暗号系 В этой 検査の работе 仕事だ。 нужен опыт これ шифровальщика. は満州事変の時に В Манчжоу-Гоу во время происшествия на границе я шифровал сотни донесений. Иди. Есть. Ну что, у нас почти не осталось шансов отсюда выбраться. В посольстве зачастил ваш начальник контрразведки, а вот мне рассказал, что японцы вот-вот возьмут передатчик, за которым они очень давно охотятся. Так что я еще раз повторяю. Тебе надо как можно быстрее уехать из Японии. Об остальных я позабочусь сам. Ну что, как говорят в России, давайте выпьем на пасашок. Рихард, ну ведь мы здесь… Бранко. Мы сделали все, что могли. Даже больше, чем могли. Эшелоны с Дальнего Востока с войсками идут под Москву. Запей выпьем. Я рад, что мы работали вместе. Ты удивительный человек. Ты так говоришь, как будто выступаешь на моих похоронах. Не надо, я еще живой. Расходимся. Да. Я человек, я самый обыкновенный. Просто тот путь, который я выбрал, оказался единственно верным и справедливым. После моей первой войны я так возненавидел все войны, что если бы у меня не было других убеждений, мне бы одной этой ненависти хватило, чтобы стать коммунистом. Я сделал все, что мог. Ни о чем не жалею. Ко всему готов. Ну и как тебе кино? Так себе. Просто я больше люблю комедии. Чарли Чаплина пойдем смотреть в следующий раз. А ты знаешь, мне нравится японское кино. В нем нет столько пропаганды, как в немецком кино, и столько цинизма, как в американском. Глупая история. Совсем не интересно. А мне кажется, что ты не поняла.
Ну, постой. Кстати, это очень похоже на главную героиню. И связывает их не ржавый автобус. А дорога? У них один путь. Только вот они все время ездят по кругу. Я тебе вчера солгал. Я не был ни в посольстве, ни в редакции. Я встречался с Гельмой. Она хотела… Неважно. Я с ней встретился для того, чтобы сказать одно слово. Нет. Ну что такое? Почему ты плачешь? Не надо плакать. Не надо плакать. Мне очень долго казалось, что я не встречу человека, которому смог бы поверить в жизнь. Я поздно понял, что я встретил тебя. Ты должна мне верить. Ну все. У меня в жизни очень много секретов. И я не хочу иметь секреты от тебя. Рамзай. Его позывной Рамзай. Его позывной Рамзай. ラムザイ Рамзай? わからない。 Что это значит? Думаю, Думаю, скоро он сам нам это расскажет. Удалось расшифровать, что есть еще 3 агента. Первый Жигало. Судя по всему, журналист. Тут сказано, что он написал 2 статьи о Люшкове. ルシコとは Кто такой Люшков? Русский перебежчик. Другой агент, Джо, имеет доступ к документам в кабинете премьер-министра. Нужно выяснить, кто может быть настолько осведомлен и имел ли он связи с коммунистами. Этих 2 я поручаю тебе. 3-м агентом, художником, займусь сам. はい。 Хорошо. А что такая грустная? Ну и что происходит? Там на приеме я видела вас вместе с Кельмой. Она
Она вела тебя за руку. Ханако, я тебе все уже рассказал. Перестань об этом думать. Когда я вас увидела, мне показалось, что ты опять меня бросаешь. Бросаешь ради нее. Я тебя не бросаю. Я тебя очень люблю. Потом он зашел. Этот полицейский. Так, а ну-ка сядь. Сядь. Какой полицейский? Асаки. Он был на приеме. Он был там. А потом он пришел сюда, и я ему отдала документы из твоего сейфа. Он мне говорил, что ты не виноват. Она шпионка, а не ты. Она тебя использовала. Тише. Не надо. Не надо. И что же ты наделал? Что же ты наделала, девочка моя? Ошибки быть не может. Мы определили основных членов группы. Никаких ошибок. Кто источник? Надежный? Личность источника я бы хотел оставить в тайне. Почему? Это мой лучший осведомитель. А то, что известно одному, известно всем. Я не хочу его потерять. Хорошо. Но если окажется, что это пустышка, не поздоровится ни тебе, ни твоему источнику. Думаю, пора обо всем доложить министру.
Что значит наушники вышли из строя? Ты сломал их, глупый болван. Это тебе не какая-то японская поделка. Это немецкая техника. Она сама по себе не ломается. Чем я могу помочь? Это распоряжение министра. С сегодняшнего дня расследованием будет заниматься Осаки. Слушаюсь, господин полковник. Позвольте узнать, чем вызван этот приказ. Не знаю. Поинтересуйтесь у заместителя премьер-министра. Могу одолжить меч для харакири. К сожалению, я не из семьи самураев. Это сразу бросается в глаза. Франко Вукелич. В чем дело? Вы арестованы за шпионскую деятельность против Японии. Откройте! Полиция! Макс, кажется, за мной пришли. Сайонара. Прощай. Это какая-то ошибка. Я гражданин Франции. Требую встречи с послом. Вам лучше вести себя разумно и не сопротивляться. Пусти! Дайте мне умереть с честью. Зорги надо заканчивать. Надо убрать. Тихо, аккуратно, у него дома. Убить? Я что, говорю по-японски? Он нам больше не нужен. Дом обыскать. Ищем вот такую папку. Когда поедем? Прямо сейчас.
Хозяин, нужно уходить. По всем адресам прошли аресты. Вот твой новый паспорт. Встретимся в порту, я еду за Ханах. Хозяин, не нужно. Поручите это мне. Я привезу ее в порт. Хозяин, уходите. Не переживайте. Я их задержу. Встретимся в порту. Я иду. Я иду. Иду. Открываю. Сдаюсь. Сдаюсь. Сдаюсь, майор. Беги. Хозяин. Разойдитесь, разойдитесь. Что происходит? Ты что, сам не видишь? Мы опоздали. Адзаки-сан, спайоги детайос. Господин Адзаки, вы арестованы за шпионаж. Вы позволите мне закончить?
Вы мне не разрешите взять с собой пару книг? Берите. Дорогая, приготовь смену белья и зубной порошок. Из книг положи «Улицу без солнца», «Холод» и «Шанхай». Главное выбраться из города. В Шанхае тебе сделают новый паспорт, и все будет хорошо. Так, спокойно. Иди за мной. Черт! Иди сюда! Ты проиграл. Рамзай. Уведите. Негодяй. Будь ты проклят. Лжец. Если вы хотите поссорить Германию с Японией, выберите более умный способ. Это чудовищно. Обвинять господина Зорге в том, что он советский разведчик. Сегодня вы арестовали Зорге, завтра вы арестуете меня. Чего вы добиваетесь? Разрыва дипломатических отношений с Германией? Я огорчен. Так же, как и вы, но, к сожалению, все доказательства неопровержимы, господин посол. Рихард Зорге обвиняется в шпионаже в пользу Советского Союза. Вы с ума сошли? Полагаю, господин посол чересчур взволнован, раз он допускает подобные выражения. Посему охотно извиняю и не задерживаю вас. Немедленно свяжитесь с генералом Накамура, договоритесь о встрече. Потребуйте освобождения Зорге. Черт бы их побрал с их шпиономанией. Господин посол, я считаю, что прежде всего мы обязаны проинформировать Берлин. Да, вы правы. Готовьте телеграмму в самых решительных тонах, а я напишу письмо фюреру. Слушаюсь.
Вот, собственно, та папка, о которой вы меня просили. Господин Шлезингер, вы же знаете, как я отношусь к вам и вашему другу Зорге. Его арест не моя инициатива. Мы политическая полиция. А арестовала его уголовная. Я был против. Какие у них улики? Какие-то бумаги и факты о том, что господин Зорге находился несколько раз в тех районах, из которых велись радиопередачи. Это кромешная глупость. Скажите, господин Кавай, он уже начал давать показания? У меня везде свои люди. Они докладывают, что Зорге молчит и требует встречи с послом. Я изучу дело и смогу аргументированно доказать, что ваш соотечественник ни при чем. Мне уже принесли кое-какие материалы. Очень интересные. Я лично отправлюсь на доклад к премьер-министру. Был бы рад, если бы вы составили мне компанию. Благодарю вас, господин Кавай. Но, к сожалению, я вынужден уехать. Как-нибудь в другой раз. Аригато. Казамасте. こちらこそ。Товарищ Сталин, Панфилов докладывает. Сегодня в Токио была арестована группа Рамзая. Вся? Так точно. До вечера. Иосиф Виссарионович, какие будут указания для Панфилова по поводу Рамзая? Он ждет. Вы свободны. Есть. Послушайте, Рихард, вас повесят. Поймите же, наконец, вы умрете, и никто вашего подвига не оценит. Сталин не прислушивается к вашей информации. Войска остаются на Дальнем Востоке. В Москву вчера вошли германские войска. На днях император отдаст приказ, и Квантунская армия нападет на СССР. Я вам не верю. Читайте. Это ваше немецкое. Да здравствует Великая Германия. Давайте обойдемся без спектаклей. Вы замечательный актер. Это очень важно для разведчика. Спасибо, что согласились принять меня. Сложилась чрезвычайная ситуация. Полиция арестовала несколько немецких подданных, а также японских граждан по подозрению в шпионаже. В их числе один из ваших помощников. Мне известно положение дел. Меня поразило, что обнаружились неопровержимые доказательства их причастности к шпионской деятельности. Это так. Нам удалось расшифровать радиограммы, установить код и выявить основных членов группы. Поскольку раньше я вел это дело, то знаком с деталями. У полиции нет ни одного подлинного документа, только копии.
Предоставила им эти улики некая официантка, которая жила вначале с Зорге, потом ушла к майору Осаки, потом снова вернулась к Зорге. Считаю, что его арест — не что иное, как личная месть из-за женщины. Я непременно проверю эту информацию. Твой источник — официантка, которая спала сначала с Зорги, потом с тобой. Она со мной не спала. А вот ее подруга, Тоши Нарикава, утверждает обратное. И твои бумажки, которыми ты так дорожишь, ничего не стоят. У тебя нет ни одного серьезного доказательства. У меня есть шифр и содержание радиограмм резидента за несколько лет. Мы узнаем все, что разведчики передавали в Москву. Поздравляю. Отлично. Но как ты это свяжешь с задержанными? Даю 3 дня. Не найдешь веских доказательств — выпускай всех и увольняйся из полиции. Мерзавец. Негодяй. Отпусти Рихарда. Ты обманул меня. Это он тебя обманул. Тот немец — шпион. Отпусти Рихарда. Не могу.
Я же нравлюсь тебе. Если хочешь, буду твоей. Всегда. Только, пожалуйста, не убивай его. Что в нем такого? Почему ты его так любишь? Как собака. Уходи отсюда. Пошла вон.